Здравствуйте, добро пожаловать на Арию Нагарджуну. Это обзорное занятие. У нас было 14 потрясающих занятий. Мы прошли, я думаю, 9 глав, что является большим достижением. Это треть, это не треть по объему текста, но это треть от глав, потому что главы имеют различную длину. И это более короткие главы, но определенно мы сделали большой кусок. Это около 20% всех текстов по мудрости Нагарджуны и комментарии Чонью Ламы, который, можно сказать, и комментарий Цонкапы также. И мы достигли большого прогресса, мы работали над этим очень усердно. Я подумал, давайте немного повеселимся, давайте просто расслабимся. Здесь 7 моих друзей. И давайте просто поговорим о том, что мы только что выучили, хорошо? И, возможно, это будет интересно также вам, ребята, кто дома, послушать, как мы блуждаем в темноте, как принято говорить. Итак, мы продолжаем, мы начинаем 9 главу, и она называется «Исследование о том, кто мог быть там раньше». Это странное название главы. Это исследование о том, кто мог быть там до того, как мы туда попали. Что-то вроде этого. Кто бы мог быть там раньше? Я буду показывать картинки. Мои уважаемые друзья будут угадывать, о чем мы говорили с помощью этой картинки. И, конечно, я буду вам подсказывать, потому что я смотрительно повторил это перед занятием, потому что я тоже не помню. Итак, поехали. Первая картинка, доктор Патчи. Кто-нибудь хочет объяснить вкратце, что происходит? Я повторю это для записи. Вкратце, что происходит? Здесь молодая девушка, у нее телескоп, она выходит на улицу посмотреть на звезды, но до того, как она посмотрит на звезды, она астроном или нет? Хорошо, хорошо. И что появилось первым, астроном или звезды? Это шутка, верно? Да. Да, сначала выходит она, Гешела. Нет, но она не была астрономом еще. Почему? Она еще не смотрела на звезды. Подождите, то есть она должна посмотреть на звезды до того, как стать астрономом? Да, вы не можете назвать ее астрономом, пока она не посмотрит на звезды. Таким образом, звезды появились раньше, и затем позже она становится астрономом. То есть она не вышла из дома первой, верно? Смотрите, это проблема. Из-за того, что мы неправильно смотрим на реальность, мы все время путаемся в том, как все работает. Всегда. Даже когда кто-то просто смотрит на что-то, мы не понимаем. И эта глава была именно об органах чувств. Как вы смотрите на что-то, как вы слышите что-то, как вы воспринимаете запах чего-то, как вы воспринимаете вкус чего-то, как вы чувствуете что-то, что приходит первым, объект или видение. Когда вы смотрите на стену, была стена там до того, как вы посмотрели, или вы открыли глаза, и затем семена в вашем уме открылись, и затем там была стена, на которую вы смотрите. Так что, возможно, это обратное тому, что мы думаем. Это не то, что вы открываете глаза и видите стену, это вы открываете глаза и создаете стену, чтобы увидеть ее. И это так не ощущается. Это ощущается так, будто стена была там раньше. И это можно применить к мантре Будды медицины, например. Итак, вы произносите мантру и думаете, что мантра излечит чей-то рак или о чем-то в этом роде. То есть мантра появляется в первую очередь, верно? И затем лечит рак, верно? Нет. Почему? Потому что пока вы не излечите рак с помощью каких-то магических слов, они не магические слова, они не являются мантрами. Мантра означает слова силы. Пока они не покажут свою силу, они не являются мантрами. Так вы можете произносить мантру до того, как рак будет излечен? Можете ли вы произносить мантру перед исцелением рака? Да или нет? Нет, вы не можете. Это не мантра, пока она не излечит кого-то. Вам нужно подумать об этом. Нагарджуна говорит, если вы этого не понимаете,
Мне все равно, что вы произносите мантры. Возможно, вам повезет, и они вылечат кого-то, потому что они сделали что-то хорошее 10 тысяч жизней назад. Но если вы хотите, чтобы мантра была причиной исцеления, вы должны понять, что мантра не является мантрой, пока она не приводит исцеление. Это значит, что мантра не может вызывать исцеление. Что-то еще происходит здесь. Мантра не является причиной исцеления. Если ваш ум создает мантру, ваш ум создает сеанс медитации, и затем ваш ум создает исцеление рака. Так, а не так. Итак, не практикуйте мантры, думая, что мантры исцелят человека. Спасайте жизнь, защищайте жизнь. Помогайте другим людям. Я сегодня увидел забавную вещь, я сфотографировал это для вас. И есть новое слово в деловом мире. Это называется greenwashing, как обеление, озеленение. В американском английском обелить означает, что вы сделали что-то плохое, а затем вы отбеливаете, и это выглядит хорошо. И теперь в мире бизнеса есть новое выражение, которое называется зеленое очищение. И это означает, когда вы берете кредит на секвестрацию углерода из атмосферы, что вы не делаете на самом деле. Вы понимаете, что я имею в виду? Вы говорите, смотрите, я сохранил 50 деревьев, и кто-то спрашивает, где эти деревья, и вы такой, это называется сейчас зеленое отмывание. Это новое понятие в американской промышленности. Почему я говорю об этом? Похоже, что благодаря мантрам рак исчезает. На самом деле спасение жизни животных, например, сохранение окружающей среды, удаление углерода из атмосферы, это является огромным спасением животных. Вы можете спасти несколько рыб, но что если вы спасете весь мир животных? Это было бы здорово. Тогда ваши мантры сработают, чтобы остановить рак. Понятно? Потому что мантры происходят из вас. Чтение мантр происходит из вас, и исцеление тоже происходит из вас. И дело не в том, что чтение мантры вызывает исцеление. Понятно? Вы должны спасать жизнь перед практикой мантр, иначе мантры не будут работать. И это пустота мантры. Здорово. И это, кстати, то, как вы можете получить лечение до появления мантры. И давайте перейдем к нашей следующей картинке. И, кстати, это было... Я счастлив, что вы, ребята, знаете, какая это была картинка. Это сложная. Вы готовы? О, я не на той картинке. Давайте посмотрим. Нет, я думаю, следующее. Это огонь. Да, хорошо. Это следующая картинка. Сейчас мы на главе 10, которая называется... Если вы смотрите на картинку, то можете догадаться. Исследование огня и дров. Итак, сейчас мы переходим к следующей главе. И я хочу знать, как глава 10 связана с главой 9 за $100. Глава 10 об огне и дровах. Глава 9 о том, как работает глаз. Глава 10 о том, как сжигает. Да, о том, как огонь сжигает дерево. Что похоже на... Если уже астроном, прежде чем она посмотрит на звезды... Да, примерно, я дам тебе 75. Поехали. Глава 9 была о том, как вы видите объект, как субъект взаимодействует с объектом. Глава 10, если вы помните, кто поднял вопрос об огне и дровах? Оппонент. Он говорит, послушай, Нагарджуна, перестань напрягать свой ум. Все очень просто. Это точно так же, как огонь сжигает дерево. То, как глаз видит стену, это то же самое, как огонь сжигает дерево. Зачем ты все усложняешь? И потом Нагарджуна говорит, о, ты не думаешь, что это сложно, когда ты сжигаешь дерево в огне? Позволь мне задать тебе несколько вопросов. И вот почему у меня здесь эта картинка, где люди сидят и делают что с огнем? Смотрят на огонь. Я пытался перебросить вам мостик от 9 главы к 10 главе. Глава 9 о том, как вы
видите стену, глава 10 о том, что происходит на самом деле, когда огонь сжигает что? Дерево. Какое именно дерево? Дрова. Но до того, как огонь сжигает дрова, как вы можете назвать это дровами? Да. Давайте перейдем к следующей. Какая следующая? Нет, у нас определенно тут проблема. Вы, ребята, вы не показываете их в том же порядке. Да, они должны быть в том же порядке. По главам? Я думаю, что следующее все еще... Нет, забудьте про номера глав. Просто придерживайтесь порядка, в каком их ставит поисковик. Нет, я думаю, что следующее это тот, кто прикуривает сигарету. Думаю, что мы все еще... Да, вот. Прошу прощения, я увидел палец. Поехали. Ладно. Дам вам подсказку, а вы скажете мне, что тут происходит. Пламя не касается сигареты. Это подсказка. Почему я выбрал эту картинку? Я начну обсуждение. Огонь — это дрова или нет? Нет. Нет, огонь действует на дрова, верно? Давайте просто подтвердим. Вот как надо проводить дебаты. Давайте просто подтвердим. Без проблем. Мы всегда говорим без проблем. Огонь — это дрова? Нет, нет. Значит, огонь действует на дрова, верно? Итак, это разные вещи. Поделайте вот так на дебатах. Это разные вещи, верно? Да или нет? Они соприкасаются? Нет. Нет. Таким образом, вы можете зажечь сигарету, открыв зажигалку на расстоянии 10 тысяч миль, потому что они не должны соприкасаться. Я искал картинку, в которой было бы небольшое расстояние между пламенем. Я имею в виду, что это пространство могло бы быть 10 миллионов миль, не имеет значения, если огонь — это не сигарета. Тогда где они соприкасаются, где они могут соприкоснуться, где точка контакта между сигаретой и огнем? Если они никогда не соприкасаются, то вы не можете зажечь сигарету огнем. Если же они соприкасаются, тогда есть часть причины, которая соприкасается с результатом. Я прав? В таком случае, что-то в прошлом, чего уже нет, может повлиять на что-то в настоящем. Точно. Нет, оно исчезло. Если оно исчезло миллисекунду или миллион лет назад, не имеет значения, оно исчезнет. Оно не может ничего сделать. Что-то в прошлом не может обжечь ваш палец и не может зажечь сигарету. Или же они существуют одновременно? Какой смысл Гешела? Почему мы говорим обо всех этих вещах? Дайте мне читать мои мантры Будды медицины, не мешайте мне. Я пытаюсь сказать, что к тому времени, когда вы закончите мантру, она исчезнет, она не может вылечить рак. Что-то, что было миллион лет назад, не может вылечить рак. И что-то, что было полсекунды назад, не может излечить рак. Потому что оно исчезло, его не существует. Оно не может соприкасаться ни с чем, если его здесь нет. Мантры не могут вылечить рак. Этого не может быть. О, Гешла, я слышал много историй. Люди вылечивали рак, произнося мантры. Нет. Ваш ум создал человека, произносящего мантру. Ваш ум создал звук. Затем ваш ум создал причину появления рака. И если вы хотите вылечить рак, хорошо, произносите мантры, но для начала накопите карму. Какую карму? Удалите углерод из атмосферы. Спасите миллиарды животных. Спасите 780 миллиардов животных. Мне кажется, я проверял их примерно столько в мире. Итак, если вы решите, как это называется, проблему потепления атмосферы, изменения климата, тогда, возможно, вы спасете около 50 миллиардов животных. Давайте сделаем это. Тогда вы можете произносить мантры, и все произойдет. Множество странных вещей произойдет. Гешела будет получать круассаны каждые 5 минут. Невозможные вещи.
Следующая картинка. Это... Что это? И будьте готовы доказать это. Что на картинке? Это вязанка дров. Да, почему это дрова? Дрова — это не дрова, пока не начали гореть. Пока вы не разожжете огонь, пока они не загорятся. Поэтому это не может быть дровами, пока они не загорелись, верно? То же самое, не запутайтесь. Кстати, мы на какой главе до сих пор? 10 глава. Мы все еще исследуем дрова. Нагарджуна проводит много времени за 10 главой. Она кажется ему важной. Хорошо, давайте посмотрим на следующую картинку. Мы все еще на 10 главе, и мы говорим о зависимом происхождении. Как коротко можно описать зависимое происхождение? Что первым сказал лорд Будда, когда преподавал зависимое происхождение? Да, если это произойдет, то произойдет и то. Он не сказал, что есть 12 звеньев или закон, и он не говорил это, он сказал, смотрите, если это произойдет, то произойдет и то. Скорее всего, он делал вот так. Если это произойдет, то произойдет и вот это. Понятно? Это зависимое происхождение. Позже этому дадут громкое название. Но впервые, когда он объяснял это было так. Если произойдет это, то произойдет и то. Очень похоже на то, как ваша мама обычно говорила. Если ты сделаешь это, то с тобой произойдет вот это. Ваша мама пыталась учить вас. Итак, это причина и следствие. И это означает, подумайте об этом. Вторая вещь, которая происходит, зависит от первой вещи, которая происходит. Понятно? Если вы сделаете это, то произойдет вот это. И теперь, когда вы говорите о зависимости, вторая вещь, которая происходит, зависит от первой вещи, которая происходит. Это как вот кофейная чашка и вот носовой платок. И это вещь, которая произошла, а это ее причина. Причина поддерживает результат, верно? Если ты сделаешь это, милый, ты получишь вот это, милый. Итак, потому что это зависит от того, от выполнения вот того. Получение этого зависит от делания того, правильно? Таким образом, существует зависимая связь. Результаты полагаются на причины, правильно? Нет, к тому времени, когда появляется результат, причина уже давно исчезла. Нет такой вещи, как зависимость. Вы можете аннулировать все переводы Сугену. Это все невозможно. Почему? Потому что, чтобы иметь зависимость, то, что происходит вторым, должно зависеть от того, что происходит первым. Если та вещь, которая произошла первой, уже исчезла, то тогда нет зависимости, только носовой платок, лежащий на полу. Понятно? Хорошо, вот что это значит на самом деле. Так где же зависимость? Вопрос на $100. Давайте вернемся к последней картинке. Части ручки. Я говорю, что на этой картинке что-то зависит от чего-то. Я говорю, что что-то зависит от чего-то на этой картинке за $100. Кто-нибудь скажите мне, что от чего зависит? Ручка зависит от стола. Я знал, что вы так скажете. Кто-нибудь еще хочет попробовать? Может быть, это зависит от семян? Да, верно, $100 для пачек. Да, ручка зависит от семян. Это картинка с подвохом. Это картинка подвох. Кешла скажет, о, что от чего зависит? И Гьелса скажет, о, ручка зависит от стола. А потом Пачи может сказать, нет, ручка зависит от моих семян. Понятно? Это все. Это была умная картинка, я полагаю. Я не знаю. Когда я умру, кто вспомнит, что это была за картинка? Хорошо. Переходим к следующему. Погоди-ка, там должно быть... Возможно, я нахожусь не в том месте. Дайте мне проверить. Это действительно странно. Хорошо, у нас есть вязанка дров, у нас есть ручка на столе.
Хорошо, вы правы, да, хорошо. Оппонент говорит, смотри, ты видишь, что огонь происходит от дров, например. Смотри, Нагарджуна, мне все равно, скажешь ли ты, что огонь — это дрова, или что огонь существует отдельно от дров. Это на самом деле не важно. Если ты поднесешь спичку к сухому дереву, оно вспыхнет. Мне все равно, какой философии ты придерживаешься. Я могу сжечь твой дом дотла, смотри. И потом можешь пофилософствовать об этом. Но каждый может видеть, когда ты бросаешь спичку в кучу сухого мусора, он загорается. И тогда Нагарджуна отвечает этой картинкой. В чем смысл этой картинки? Я говорю, почему я использовал здесь цветные стекла. Да, просто если вы видите это таким образом, это не означает, что это правильно. Да, ваши глаза, ваше оборудование сломано. Таким бы был ответ на Нагарджуна. Фактически, послушайте, это все в колесе жизни сломано, понятно? Мне потребовалось много лет, чтобы выяснить это. Если что-то изображено в колесе жизни, внутри колеса, внутри краев колеса, это сломано. Там все испорчено. Все. Итак, ваши глаза, которые на плече, пятое звено, здания, пустые здания, они сломаны. Ваши глаза сломаны. Не говорите мне, что огонь сжигает дрова, потому что я могу это видеть. Разве в мире все розового цвета? Мой белый телефон розовый? Почему? Почему ты так говоришь, Гешела? Потому что если на вас розовые очки, он будет казаться вам розовым. И на вас всегда эти очки. Вы были рождены с этими очками. Вы будете носить их до дня своей смерти. Вы рождены с дефектом в глазах. Какой известный пример о дефекте в ваших глазах? Катаракта? Да, это означает, что у вас сломана царапина в глазу на роговице. И вы думаете, что на раковине волосины, или вы думаете, что на фарфоре трещина, вы видите, понятно? На самом деле это лишь царапина на вашем глазном яблоке, так что согласно буддизму, ваш ум, конечно же, все неправильно понимает, но проблема еще хуже этого. Ваше глазное яблоко сломано. Вы всегда видите вещи неправильным образом, когда вы думаете, что видите, как спичка становится причиной огня, или когда вы думаете, что мантра исцеляет рак. У вас проблема с глазами. Это не то, что происходит. Что происходит на самом деле, Гешела? Вы спасли жизнь многим животным тем, что посадили лес в Алмазной горе, и именно этот кислород спас много животных. А потом вы прочитали мантры, и вы можете излечить рак, понятно? Это все. Если Нагарджуна прав, мы должны хорошо относиться к животным и к другим людям. Хорошо, следующее. Эта картинка связана с этим. $100 за ответ «Почему?». Эта картинка связана с этим. Огонь готовит пиццу. Да, хорошо, $100 молодому человеку. Вы просто напомните о себе, ладно? Если вы не напомните, это не моя проблема. В какой момент пицца готова? В какой момент пицца готова? В какой момент? Вот есть огонь в прошлом и огонь в будущем. Есть огонь в настоящий момент, и он продолжает двигаться. В настоящий момент продолжает двигаться. Где этот идеальный момент? Кстати, что идеально приготовила пиццу? Вы приготовили ужин для кого-то 2 недели назад, и он у вас не пригорел. Вы приготовили для кого-то ужин 2 недели назад, и вы его не сожгли, а потом вы пошли в скверного Джонни и купили пиццу, и она была идеальной. Почему? Он нашел эту невероятную грань между недожаренным и пережаренным. Где та черта между недожаренным и пережаренным?
где часть комнаты, по которой вы уже прошли, встречается с той частью комнаты, по которой вы еще не проходили, потому что их обоих больше нет. Одна уже произошла, одна еще не произошла, и их там нет. Где они встречаются? Они нигде не могут встретиться, их нет здесь в комнате. Все это происходит из вас. Когда вы проходите сквозь дверь, что в действительности происходит? Картинки, да. Маленькая картинка, картинка больше. Закрепите дверной проем. Маленькая картинка, картинка больше, картинка больше, картинка больше, картинка меньше, маленькая картинка. Однажды я прочитал прекрасную книгу Урсулы Ле Гуин. И это короткий рассказ о дереве, которое перетрудилось. Почему? Это очень старое дерево, ему, похоже, около 500 лет. И в старые времена, когда люди ходили пешком или имели повозки, жизнь была терпимой. Что ты имеешь в виду? Когда они приближались ко мне приходилось увеличиваться. А когда они удалялись, мне приходилось уменьшаться. И знаете, все было хорошо, но сейчас 180 миль в час. Как? Черт возьми, они ожидают, что я буду увеличиваться, уменьшаться за 0,1 долю секунды. Это слишком большой стресс. Дерево жаловалось, что оно должно вырастать, когда кто-то приближается. Должно очень быстро уменьшаться, когда кто-то уезжает. Это слишком, это очень быстро. И вот что происходит в действительности. Спасибо тебе, дерево. Хорошо, идем дальше. И что, любимая? Как это называется? Это не брюзжание, это что-то похожее. Гешела вечно ворчит. Да, ворчание это подходит. Гешела все время делает какие-то высказывания относительно черепахи. За $100, кто мне скажет? Какое высказывание любит делать Гешела именно об этой черепахе? О том, что если вы думаете, что мир держится на спине черепахи, тогда это означает, что представление о том, как все было создано в мире, неправильное. Отлично, да, $100 вам. Не забудьте сказать моему боссу. Думаю, 3000 лет назад в Индии люди верили, что весь мир держится на черепахе. Что он плоский, и что он держится на черепахе. И, например, если вы неправильно понимаете, как произошел весь этот мир, тогда вы неправильно понимаете все в своей жизни. Например, если вы неправильно понимаете, как огонь сжигает дерево, тогда вы должны неправильно понимать мантры. Вы должны, вам придется. И я даю вам возможность. Как много людей в Древней Индии понимали устройство мира правильно. Правильным образом. Ноль. Назовем это 10 миллионов, 50 миллионов. Я не знаю, сколько проживало в то время. Сколько процентов из них ошибаются? 100%. 100%. Теоретически, вполне возможно, что мы тоже ошибаемся на 100%. О скольких вещах в прошлом люди имели неверное представление. Обо всем. Надо говорить так. Обо всем. Может быть, мы также ошибаемся обо всем. Тогда, если вы ошибаетесь об огне, или ошибаетесь о том, как растут растения, или ошибаетесь о том, почему ваш муж кричит на вас, тогда, может быть, вы ошибаетесь обо всем. И жены ошибаются чаще, чем мужья. Могу я так сказать, Пачи? Думаю, что это правда. Шучу. Это всегда муж на кухне, так? Тем не менее, просто допустите такую вероятность. Если Нагарджуна прав в этой книге, если эта книга верна, тогда все, о чем вы думаете, неправильно. И это означает, что любое действие, когда-либо совершенное в вашей жизни, неправильное. Когда вы повернули переключатель, чтобы включить этот свет, это было ошибкой. Это было основано на неправильном понимании. Когда вы поворачиваете ключ, чтобы завести машину, вы сумасшедший. Вам следует искать кого-то, чтобы подвести. Потом пробовать заводить свою машину.
Иначе ваша машина может однажды не завестись, что, конечно, никогда не произойдет. Следующее. Эта картинка, между прочим, мы уже на 11 главе. Это уже 3 глава, которую мы проработали. Кстати, не каждое занятие посвящено отдельной главе. Некоторые занятия охватывают, некоторые главы заняли более одного занятия. Но мы прошли 11 главу. Глава 11 называется «Исследование первого начала и окончательного прекращения вещей». Существует ли первое начало и существует ли окончательное прекращение вещей? Когда лорда Будду спросили, имела ли Вселенная, имела ли сансара начало, имеет ли сансара конец, что он сказал? Что? Что он говорил? Но тогда какой был вопрос? Они не сказали «есть», они сказали «ты видел?» Да, очевидно ли это для тебя? Нёнпа. Очевидно ли это для тебя? Эта картинка предназначена для описания. Если вы спросите меня, есть ли у всего начало, я отвечу вам на 2 уровнях. Если вы спросите меня, у всего ли есть начало, я отвечу вам на 2 уровнях. На очевидном уровне я могу сказать «нет», потому что у всего есть причина. Следовательно, нет никакого начала у всего, но в более глубоком уровне. Почему мы думаем, что что-то начинается? Когда начинается это занятие? Более 100 лет назад. Когда начинается это занятие? Когда семена в вашем уме раскрываются. Это занятие на более глубоком уровне. Это занятие не имело начала. Занятие не начиналось. Ваши семена раскрылись, понятно? Не спрашивайте меня, началось ли занятие. Не спрашивайте меня, как давно началось занятие. Вы заметили, что я больше не пользуюсь таймером? Мне все равно. Не спрашивайте меня, когда началось занятие. Мне все равно. Занятие началось, когда ваши семена раскрылись. Вы можете ответить на свой собственный вопрос. Не спрашивайте меня, сколько прошло минут. Это не ответ. Вот почему Будда, когда ему изначально задали этот вопрос, сказал, каков был его первый ответ на этот вопрос? Лумматен. Это значит, что он отказался отвечать. Не задавайте глупых вопросов. Эй, Гешел, во сколько началось занятие? Сколько минут назад началось занятие? Не задавайте мне глупых вопросов. Почему это глупый вопрос? Но началось, когда ваши семена раскрылись, понятно? Не вините меня, вы создали занятие. Это ваша проблема, если оно продолжается слишком долго. Это ваша вина. Идите в ванную и кричите на зеркало. Это DCI. Вероятно, теперь мне придется платить комиссионный DCI. Шучу. Что дальше? Это было описано как разница между созданием чего-то из ничего и созданием чего-то из чего-то. Все искусственно, мир искусственный. Нет ничего настоящего. Сколько всего в мире искусственного? Все. Так он пуст? Да. Существует ли он? Да. Это реально? Ну, да, я имею в виду, выйдите на улицу, встаньте перед машиной и расскажите мне, что произойдет. Она переломает вам руки и ноги, но в каком-то смысле это нереально, но происходит из вас. И, кстати, мы все еще находимся в главе 11, пытаемся понять, начиналось ли что-нибудь когда-нибудь, или что-нибудь когда-нибудь останавливалось. Итак, это не настоящее? Да. Это произошло? Нет. Это произошло из вас? Да. Понятно? Хорошо. Давайте перейдем к следующему. Сейчас мы переходим к главе 12, которую я буду помнить, которую я напоминаю вам о исследовании того, была ли боль вызвана болью или чем-то еще. И тогда название главы можно будет прочитать по-другому. Была ли боль в вашей жизни создана вами или кем-то другим? Является ли проблема в вашей жизни вашей виной или виной вашего мужа или виной вашей жены? Проблема в вашей жизни создана вами или кем-то другим?
Или вы можете сказать, вызывает ли боль? Боль или отсутствие боли вызывает боль? Есть два способа прочитать название главы. И у нас есть 4 возможности. Номер один. И, кстати, они представляют 4 разные школы древних учений. Именно так мы начали эту главу. Откуда берется боль? Номер один. Была ли боль вызвана сама собой, что является позицией Санхья? Создал ли Бог боль? Вторая позиция. Вызвала боль чем-то иным, нежели Майклом. Когда Майкл дотрагивается до кактуса и чувствует боль, причинила ли что-то вне Майкла боль Майклу? Да, можете сказать так. Было ли это и то, и другое, и Бог, и что-то еще? Последователи Джайн Дharma так говорят. В Индии существует религия, которая так говорит. И потом, просто ли это произошло, никто не сделал это возможным. Это позиция Чарваков, которая является определенной школой Древней Индии, которая не верит в карму. Итак, это 4 варианта. Мы обычно говорим, что причиной боли является что-то еще, а не я. Например, кактус послужил, это кактус причинил боль моему пальцу. Давайте перейдем к следующему. И это почти единственный нормальный аргумент, который я допустил на этом занятии во всем курсе. Это обычный аргумент. Если я вас спрошу, кто причиняет боль этому работнику, кто-то еще или он сам, что вы ответите? Работник испытывает боль. Если вы когда-нибудь работали в крупной компании, вы сталкивались с этим каждый день. Кто является причиной проблем работника? Кто причиняет боль работнику? Он сам. Вот и все. Я пытался показать привычную ситуацию на картинке. Выглядит, как будто начальник причиняет боль работнику. В жизни есть 2 известные проблемы. Одна — это то, как к вам относится начальник, и другая — как к вам относится ваш супруг или супруга. Их всего 2. Дети — это, возможно, подгруппа супругов. И это так часто случается, если вы работали в крупной компании. На вас кто-то кричит, кто причиняет вам боль. Кто причиняет боль? Он сам причиняет себе боль или кто-то причиняет ему боль? Он сам. Он причиняет себе боль. Все просто. Это был обычный вопрос. Итак, мы переходим к главе 13. И глава 13 называлась «Исследование факторов». И что должно было? Вопрос, который вам следовало бы задать самому себе. Почему они обучают этой главе в дополнение к какой главе? Ну же, к 1 главе. 1 глава, которая называется «Исследование условий, причины и условия». И теперь, 13 глав спустя, они используют то же самое, факторы. О чем все это? Следовало бы назвать эту главу «Исследование». Здесь подсказка на картинке. Настоящий и ненастоящий. Да, фальшивый и настоящий. Или «Исследование иллюзий». Это название лучше бы подошло к главе. Это на самом деле исследование иллюзий. И теперь нужно спросить, у меня с этим проблемы. Давайте возьмем эту, используем эту сумочку. Она настоящая или нет? Да, она настоящая, но это подделка. Она настоящая, но подделка. Нет, это подделка, но она настоящая. Это подделка, но она настоящая. Это подделка Gucci, но все еще можете носить в ней свой кошелек. Хорошо? Подделка настоящая. Нет, извиняюсь, настоящая подделка. Это то, как это выглядит? Нет. Может ли это работать? Да. Мир — это то, как он выглядит? Нет. Работает ли он? Да. Если вы мне не верите, идите встаньте перед машиной и расскажите мне, что произойдет. Сломает ли иллюзорная сталь бампера вашу иллюзорную ногу? Да. Мы не говорим, что ничто не имеет значения и что ничто нереально.
И теперь оппонент говорит: скажите мне, меняются ли листья осенью? Меняется ли цвет листьев, когда приходит осень? Меняют ли листья цвет с зеленого на желтый? Да или нет? Да. Они были зелеными в начале? Да. А была ли у них сущность, когда они появились? Были ли они зелеными? Являются ли зеленые листья зелеными? Да, у них есть природа, они зеленые. Если бы у них не было природы зеленого, как они могли поменяться на другой цвет? Если бы в них не было зеленого, как они могли бы стать желтыми? Понятно? Это справедливый вопрос. Если бы они не были зелеными по себе, почему вы говорите, что они стали желтыми? И теперь вот другой аргумент. Кстати, мы говорим, что если бы они были зелеными, то никогда бы не превратились в желтые. И это все. Ваш аргумент доказывает, что вы не правы. $100 за это. Это сложно. Я дам вам подсказку. Это связано с пустотой. Ну, давайте, подумайте об этом. Я рассказывал вам шутку о настоятеле монастыря? Я рассказывал вам об этой истории? О чем? Нет, это другая. Видимо, я забыл рассказать вам эту историю. Что такое Гайе? Гайе — это конец летнего ретрита. В течение 3 летних месяцев все люди, посвященные в духовный сан, должны оставаться в стенах монастыря. Почему? Чтобы не наступать на жучков. И в Индии в летние муссоны, после муссонов, вокруг миллионы жучков. Если вы наступите куда-нибудь, вы убьете множество насекомых. Поэтому, как правило, старайтесь оставаться дома. Это как вирус, как вы называете это, карантин. Как правило, старайтесь оставаться дома, это безопаснее. Не выходите на улицу. Если вы можете удержаться, не выходите на улицу. Это летний ретрит. И Гайя означает «потом разрешается выходить». И это похоже, как сейчас в Аризоне. Все вышли на улицу. Все вышли, невозможно зарезервировать столик в ресторане на эту неделю. Забудьте про это. Поэтому нужно играть в рок-н-ролл самим. Люди выходят на улицу, и в монастыре можно играть в игры 1 неделю. Можно слушать радио, можно играть в настольные игры, можно играть в футбол, можно играть в шахматы, можно играть в бильярд, который очень популярен. Можно слушать радио. И вот чудо! Внезапно у всех появилось радио. Это поистине чудо. Я вспомнил шутку, которую хочу рассказать. У меня была небольшая проблема с одним из бывших настоятелей, с настоятелем, который уже ушел в иной мир. У нас были некоторые разногласия насчет того, все ли монахи заслуживают воду или нет. Я заплатил за систему воды и построил ее. Во всяком случае, это о том, как я стал его лучшим другом. Я пошел в его комнату, чтобы поговорить с ним. Это был Гакье. И вот этот очень строгий настоятель сидит на полу, разбросав свою робу во все стороны, и играет в настольную игру с одним из молодых монахов. И я такой, это вырвалось у меня изо рта. Скажите, Мела, извините, Чула, Мешона, Текаде, Чула, Мешона, Текаде. Какого черта, если вода загорится, что мы будем делать? Как вы собираетесь потушить ее? Вы поняли? Если парень, который следит за тем, чтобы дети не играли в игры в монастыре, играет в игру с одним из детей, то кому мне следует позвонить и сообщить об этом? Ему самому. И это действительно сделало меня популярным в глазах этого парня.
Почему я поднял эту тему? Чем старше вы становитесь, тем больше у вас сил, верно? Я дам вам подсказку, это о пустоте. Я лучше скажу вам, или мы никогда не закончим занятие. Если вы буддист, если вы изучаете пустоту, и по мере изучения пустоты у вас появляется инстинкт, что пустота происходит со своей собственной стороны, вы уничтожили единственное в мире противоядие. Необразованный буддист опаснее любого другого. Неправильно образованный буддист — это действительно опасная вещь. Буддист, использующий мантры, который не понимает, почему мантры работают, опасен. Потому что они ходят и продают что-то, что не работает. Это как человек, который продает огнетушители, которые не работают. Что может быть циничнее? Продавать огнетушители, которые, как вы знаете, не работают. Что может быть более жестоким, чем продать 100 огнетушителей, а потом загорелось помещение, и они не сработали? В некотором смысле мы должны обучить себя тому, что такое пустота на самом деле, потому что если вы придете не к правильному пониманию пустоты, она никогда не будет работать для вас, и вы всегда будете страдать. Понятно? То же самое с мантрами. Если вода загорится, если пустота самосуществующая, если вы думаете, что пустота самосуществующая, тогда это проблема. Тогда мы не сможем ничего исправить. Понятно? Я не знаю, помните ли вы это? Я не помню, разбирал ли это на самом деле. Я думаю, некоторые картинки мы пропустили. Правда, Пачи? Извините. Мы в новой 14 главе о сансарге. Наш эксперт по санскриту ненадолго отлучился. Что такое сансарга? Это означает контакт между вещами. Как вещи соприкасаются друг с другом. Правильно кажется, что в Нагарджуне много зависит от этого вопроса. Может ли что-то касаться другого? Я скажу вам, что Нагарджуна сказал бы об этой картинке. Если вы хотите денег настолько сильно, что причиняете кому-то боль, чтобы получить их, вы не можете прикоснуться к деньгам. Если вы хотите денег настолько сильно, что соперничаете с кем-то другим, чтобы получить деньги, тогда вы никогда не прикоснетесь. Деньги не могут коснуться вашей руки. Означает ли это, что вы не можете держать деньги? Нет. Это просто означает, что деньги нереальны. Почему? Кажется, что вы получили их, взяв их, но вы не получили. Вы получили их, будучи щедрыми. Вы получили их, сделав пожертвования в Club de Oro на прошлой неделе. Деньги, которые, как вы думаете, вы украли, это не украденные вами деньги. Эти деньги вы получили, потому что вы сделали пожертвование на прошлой неделе. Понятно? У нее нет никаких денег в руках. Потому что она думает, что это произошло от воровства. Но это не произошло, не может быть. Следующее. Что это был за урок? Вы помните, ребята? Низкий и высокий. Да, но в каком контексте? Может ли быть низкий без высокого? Да. Можете ли вы распознать? Что? Можно ли распознать низкого? Да, без высокого человека. И буддийский ответ? Да, потому что это происходит из вашего ума. Я слышал странные объяснения американского неподготовленного буддиста, который сказал: «О, буддизм — это все о...» На самом деле кто-то написал об этом книгу. Буддизм — это все о сравнении. Как это называется? Короткое вы не можете видеть. Короткое происходит от длинного. По сути, было сказано следующее. Все это зависимость. Зависимое происхождение означает, что вы не сможете определить короткое, пока не будет длинного. И это абсолютно ошибочно, поскольку Будда никогда не говорил ничего такого. На самом деле Будда сказал бы обратное. Что это? Вы можете считать, что что-то длинное без чего-то, что короткое, потому что это происходит из вашего ума. Вот и все. Это не зависит от двух внешних объектов и их сравнивания.
Это не то, откуда берется короткое. Короткое происходит из вашего ума. У вас может быть много коротких, без длинных, повсюду. И вы можете найти эти книги, это удивительно. Следующее. Я не знаю, помните ли вы, но давайте вернемся к простейшему примеру. Есть часть пути, которую вы уже прошли, есть часть пути, до которой вы еще не добрались, есть часть пути между ними. Является ли часть пути, кстати, эта глава посвящена сансарге, что означает касание, может ли часть пути, которую вы уже прошли, соприкоснуться с частью пути, по которой вы собираетесь идти? Не может, если не смотреть так пристально. И это буддийский принцип. Если не смотреть так пристально. Матак, мачепа. Без исследования, без проверки. Если вы беспокоитесь, если вы хотите вернуться в Рим-Рок до заката, чтобы успеть заснуть вовремя, и вы сидите и беспокоитесь о том, какую часть дороги вы уже проехали, какую часть дороги вы еще не проехали, то вы попадете в аварию и никогда не доберетесь до дома. В нашей жизни бывают определенные моменты, когда нужно просто, черт возьми, ехать домой и не беспокоиться о том, где вы находитесь. Вы можете попасть в автокатастрофу, это называется матак мачепа. Касается ли та часть дороги к Рим-Року, по которой я уже проехал, пересекались ли они когда-нибудь? Вот в чем дело. Касается ли части дороги, по которой я еще не ездил? В жизни бывают моменты, когда вы не хотите беспокоиться об этом, только бы не попасть в пробку на Пасху и ни в кого не врезаться. Когда вернетесь домой перед вашим сном, можете подумать об этом. Матак мачепа означает, они пересекаются? Да, если не смотреть на это слишком пристально, если не смотреть на это слишком пристально. Очень известный буддийский принцип. Должен ли я делать мантры или не должен делать мантры? Слушайте, расслабьтесь и читайте мантры, но они не работают. Я знаю, что они не работают, но они будут работать. Просто будьте добры к людям, ваша мантра будет работать. Хорошо, я не буду прекращать читать мантры. Гешел никогда не говорит «прекратите читать мантры». Гешел говорит «читайте мантры с мудростью», тогда они сработают. Но если у меня нет мудрости, могу ли я по-прежнему читать мантры? Да. Поможет ли это мне? Да, ваши намерения очень мощные. Идите вперед, но позже постарайтесь изучить, почему они работают. О чем и написана эта книга. И, кстати, это самая известная книга о том, почему мантры работают. И на самом деле автор был самым лучшим тантристом в истории Индии. Да, может, здесь есть связь. 8000 страниц книг с его идеями о тантре. Возможно, он знал, о чем говорил. Какая следующая картинка? Расскажите мне кто-нибудь историю. Про настоящие сливки? Да, теперь вы расскажите мне эту историю. Давайте, не заставляйте меня повторять историю. Гешел возил своего ламу. Да, Гешел возил своего ламу в течение 20 лет. Каждый месяц. 500 раз. Да. Однажды вы остановились. Да, мы остановились в Говард Джонсон, рядом с мостом Делавэр. Вероятно, нам надо поставить там табличку. И Ринпоче говорил, скажи девушке, что я не хочу искусственные сливки. Что означает, если что-то создано, то оно не является естественным. Мы создаем мир. Это очень похоже на сухие сливки, в отличие от настоящих сливок. Работает ли это? Это вопрос. Следующая картинка. Кстати, мы перешли к главе 15, которая называется «Исследование Рангшин». За 100 баксов, Тим, дай мне правильный перевод для Рангшин в этом случае. Это значит, что это не тот, который ты знал. Это не «О». Я почти сказал это за тебя. Здесь нет собственной природы. Я имею в виду, есть более подходящее слово, которое ты можешь использовать. Какая природа самосуществующего? Дай мне это слово. Мы нашли лучшее слово. На самом деле я изменю свой перевод. Ладно. Сущность. Идентичность. Есть ли у вещей их идентичность?
если у них природная сущность. И наш первый пример, кто-нибудь объясните мне этот пример. Кстати, это последняя картинка? Нет, у нас еще есть. Что здесь происходит? Два мужа. Два способа падения на кухне. Когда вы спорите с мужем, есть две крайности, в которые вы можете впасть. Первая, в которую все впадают. Какое самое распространенное неправильное понимание, когда вы спорите с мужем? Это происходит не из меня. Я не знаю, что с ним случилось сегодня. Он голоден, у него был плохой день, было много пробок. Мы придумываем все эти причины, почему он несправедлив к нам. Это одна из крайностей. Он происходит со своей собственной природой. Во вторую крайность впадают только плохо обученные буддисты. Да, если он не происходит со своей собственной стороны, вы всегда должны говорить «если». Если он не происходит со своей собственной стороны, то он не существует. Майя, иллюзия, его там вообще нет. Если мантра не существует, так как я думал, она существует, тогда нет мантры. Если мантра не работает так, как я думал, она работает, тогда нет мантры. Так вы упали с обоих краев моста. Какое правильное отношение к мантре? Это работает, если я зарядил это, пытаюсь защитить жизнь. Если я пытаюсь защитить жизнь. Если я зарядил это как степлер. Хороший ответ. Идем дальше, мы почти закончили. Держитесь. Следующая глава 16. Между прочим, мы доберемся только до 17 и закончим. Ура! Она называется «Исследование связанности и освобождение от связанности, закованные в цепи и разрывающие цепи, как Шварценеггер». Эта картинка называлась «Снятие наручников с никого». И это значит, кто к чему прикован. Я прикован к... Или, да, мое тело и сознание, я прикован к смертному телу. С возрастом это становится серьезным. Когда вы молоды, это нормально. Но когда вы позже, как будто тело разваливается, а потом вы понимаете, что вы прикованы к нему, вы не можете от него оторваться. Ваш ум также, вы прикованы к вашему уму. И ничего из них не является здоровым. Они разваливаются. И вы не можете вырваться, вы прикованы. И тогда Нагарджуна говорит, нет, вещь, которой, как вы думаете, вы прикованы, не настоящая. Вы прикованы к чему-то, что сами создаете. Вы прикованы к чему-то, что вы видите стареющим. Потому что вы не позаботились о своих семенах. Просто заботьтесь о ваших семенах, и вы не будете больше прикованы. Это свобода от связанности. Следующее, ребята. Это глава 17. Мы дошли до 17 главы. Глава исследования чего? Кармы. Это длинная глава. Мы потратили на нее пару занятий, 2 или 3 занятия. Речь о четана или четаитва. Да, карма в виде чего? Карма в виде намерения и того, что вы сделали. Либо хорошее, либо плохое намерение. Когда Будда учил карме, это интересно. Я думаю, что Нагарджуна сначала говорит о карме в контексте того, что вы думали и делали то, что вы думали сделать. Не говорит о 10 видах поступков или о чем-то в этом роде. Он говорит, вся карма делится на то, о чем вы думаете, и на то, что вы думали сделать. Это очень какая-то школа. Абхидharma. Почему он так привязан к Абхидharме? Других школ еще не существовало. Еще нет школы Умтолька, еще нет школы Саутантрика. Он рано, эти вещи очень старые, эти вещи 2000 лет.
Тот факт, что вы можете прочитать это через 100 поколений, это нечто. Такое, что говорит о линии передачи. Линия передачи была сохранена, и это прекрасно. Обычно мы не можем даже поговорить с вашими родителями. Нет, я имею в виду умножить это на 100. Это чудо, что мы можем читать эту вещь. Это действительно говорит кое-что о линии передачи. Это говорит кое-что о функции линии передачи. Она хранила это 2000 лет. Это невероятно. Два вида кармы: мышление и то, на что мысли вдохновляют вас действовать. Следующее. $100 тому, кто скажет, почему это важно. $100. Боже мой, я отдаю так много денег, и вы, ребята, не рады. Вы такие, как... Тот же человек вошел... Повтори. Это хорошее предположение, но неверное. Какая тема раскрывается в этой главе? Что может быть отражено на этой картинке? Что это за картинка? Что происходит? Это комната ожидания. Да, ожидание, пока карма созреет. Да, отлично, $100 молодому человеку. Ты получаешь сегодня много денег. Где карма остается до созревания? Чтобы заработать сейчас $100, если бы карма была... Есть две проблемы. Если бы она была не изменяющаяся, она не смогла бы создавать... Да, она не смогла бы создать ничего. Если бы она была изменяющейся, если она появлялась и исчезала из существования, то как она могла созреть? Как карма ждет, пока она раскроется? Это большой вопрос. И это помогает ответить на этот вопрос за $100. Следующая картинка помогает ответить на этот вопрос. Чуми Сава. За $100. Что это означает? Там написано про договоренность, да, но что это значит? Поработайте над этим, и тогда вы сможете поделить деньги. У вас должен быть этот контракт. Что написано в контракте? Неуходящее или что-то в этом роде. Неуходящее. Что не уходит? Карма, она остается с вами, пока не созреет, пока не откроется. Между вами и вашей кармой существует соглашение. Как только вы сделаете сколько вещей? Сколько угодно. Как только вы что-нибудь сделаете, вы получаете соответствующее неуходящее. Я забыл, как мы это называем. Как только вы это сделаете, как только вы начнете ковыряться в носу, вы создадите примерно 10 неуходящих. И они остаются с вами. И они помогают объяснить, почему карма меняется она или не меняется, она остается с вами, потому что есть клей. Клей — это договорное соглашение между вами и вашими кармическими семенами. Ты оставайся со мной, пока не раскроешься, хорошо? Да, отлично. Давай составим контракт, хорошо. Вы заключаете контракт со своими кармами, и они остаются с вами, пока они не раскроются. Следующая картинка. Что-то гнилое создает что-то гнилое. Это было связано с первой истинной Арией. И второй истинной Арией. Вторая истина Арии состоит из двух частей. Первая истина Арии — это истина страданий. Деньги уходят все меньше, меньше, меньше. Есть две части. Карма и... Нет, извините, карма и негативные эмоции. Да, карма и негативные эмоции. Если причина
Если причина дрянная, то и результат будет дрянной. Если яблоко гнилое, то яблочный пирог, который вы из него испечете, будет невкусным. Что это означает? Если карма и негативные эмоции нечистые, значит, хорошо, самосуществующие. Как они могли сделать? Да, как они могли сделать чистый результат? Как вы могли получить? Как вы можете получить изменяющийся результат от неизменяющегося действия? Если бы действие не было пустым, то действие, если у действия есть сущность, то она не может измениться. Если бы это все же дало результат, жизнь была бы странной. Тогда тебе пришлось бы быть очень осторожным, потому что результаты бы появлялись, если ничего не делать. И даже в нормальном мире были бы жалобы, если бы вы получили арбуз, растущий по всему двору салат, который вы не сажали. Даже в обычном мире люди скажут, что что-то странное происходит, понятно? Думаю, у нас осталась еще одна картинка. Нет? Это последняя картинка? Ладно. Разве мы не сделали последнюю? О, мы не разобрали картинку про кино. Давайте сделаем это, я все объясню, на этом закончим. Вы можете... Окей. Вы можете заработать здесь немного денег. $300. Последняя часть курса. И мы свободны. Потом дедушка может пойти домой и вздремнуть или провести 20 встреч за $300. Я расскажу вам, что это была за картинка. Картинка была о... Вы понимаете, что эта картинка была? Как и называется? Срежиссирована. Картинка не настоящая. Кто-то заплатил кому-то, чтобы тот пришел и стоял там, чтобы можно было сфотографировать, как они снимают фильм. Так что это все подделка. Эта фотография фальшивая. Кто-то заплатил кому-то, чтобы тот притворился, что снимает фильм. И фильм тоже не настоящий. Понятно? Не правда ли умная картинка? Да ладно, отдайте мне должное. Послушайте, на этой фотографии люди не снимают фильм, это все подделка. Кто-то заплатил кому-то, чтобы он пришел, постоял там, а кто-то сделал снимок и взял с меня $5 за это, потому что это подделка, это фальшивое фото кого-то, кто снимал фальшивое фото. За $300 расскажите мне о связи с последней частью материала, который мы изучаем. Ом мани падме хум. О чем мы говорили в последний раз на последнем занятии? Да, но какой был пример нужен? Гнилое яблоко. Нет, это совсем другое яблоко. Боже, какой короткий срок хранения. О каком яблоке мы говорили на последнем занятии, в конце последнего занятия? Как будто это выдумки? Нет, о каком яблоке мы говорили? Мы говорили о яблоне. Эманация? Да, продолжайте. Вы заработаете $300. Продолжайте. Было дерево, которое эманировало. Эманация Будды. Это Будда? Нет, это не совсем Будда, потому что вы не можете забраться на Будду и выбрать себе яблоко. Что же произошло? И что же сделало дерево? Оно дало яблоко. И что сделало яблоко? Создало червяка. И сколько здесь настоящих деревьев, яблок и червей? 0. Почему это имеет отношение к обсуждению кармы? Вы уже получили $300, но кто-то может вам помочь. Почему мы говорим об этом? Оппонент говорит, смотри, если это подделка, то это не карма и результат. А мы сказали, все результаты кармы фальшивые. Да ладно, вы хотите сказать, что Будда может эманировать? Это тоже подделка, но настоящая, не так ли? Вы можете забраться на дерево, можете съесть яблоко. Вот почему червь находится там.
Что представляли собой дерево, яблоко и червяк в карме? Какие три вещи происходят в карме, похожие на путь, по которому вы не прошли, похожие на путь, по которому вы прошли, похожие на невозможную грань между ними? Кто-то что-то делает, это продолжается, а потом это раскрывается. Понятно? Круто. Это все нереально, но вы можете использовать это. Это все нереально, но вы можете использовать это. Вот и все. Когда вы произносите мантру Будды медицины и вызываете излечение чьего-то рака, это вполне возможно, но только если это пусто. Только если энергия мантры происходит от сохранения жизни, от уважения ко всему живому на этой планете. Тогда вы даете силу мантре. Тогда мантра может излечить кого-то от рака, но если вы этого не понимаете, то мантра становится чем-то вроде бумажного домика или чего-то подобного. Она есть, но ее нет. Удачи, если вы хотите защититься от дождя или что-то в этом роде. Поймите, что мантра пуста, и вы должны вложить в нее свою карму, и тогда она будет работать. Поэтому вы не можете сидеть и читать мантры, не пытаясь спасти окружающий мир. Я имею в виду, это простой способ помочь 80 миллиардам живых существ, правильно? Посадите дерево, затем читайте мантры. Ура! Это будет настоящее дерево. Спасибо, что пришли на курс Нагарджуны. Я хотел бы поблагодарить Тима за, я не знаю, боже мой, он действительно мастер доводить дела до конца. Я не знаю, как он делает все то, что делает. Это своего рода должна быть эманация. И Пачи, и Пау, спасибо, что приехали из Мексики и помогли нам в съемках. Это также делает их веселыми. Мне гораздо веселее, если у меня здесь больше друзей. Спасибо Ребекке за то, что приехала из Лос-Анджелеса, чтобы помочь во всем этом, используя свои прекрасные кинематографические и фотографические навыки. Спасибо досточтимой Элли, что привезла меня сюда и оплатила все мои счета, особенно все пари по ученикам. Спасибо Гелсе за алмазную гору и за то, что поддерживает это здание в хорошем состоянии, чтобы мы могли проводить здесь эти занятия. Спасибо всем и Кристине Касике, что следила за тем, чтобы наши желудки были наполнены во время съемок. И так была отличная команда, и я очень благодарен им за это. И отдельное спасибо вам, Чони Лама, и спасибо Джону Брэди за спасение Чони Ламы. Увидимся позже. Ура!